Прямо сейчас Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану. Что известно на данный час? После того, как президент США Дональд Трамп провел совещание в ситуационной комнате с высокопоставленными чиновниками, на котором обсуждалась возможность масштабной военной операции против Ирана, а также оценивалась обстановка внутри страны и потенциал сил США и Израиля в регионе, Центком объявил о начале масштабной бомбардировки. Стоит отметить, что каждый раз, когда в ситуационной комнате проходят подобные совещания, вскоре происходят серьезные события, вплоть до начала военных атак. В воздушном пространстве Ирана, по имеющимся данным, находится 79 истребителей ВВС США. Одновременно Иран начал запуск баллистических ракет и беспилотников в направлении стран Персидского залива. Системы ПВО активно работают в западной части Тегерана. Сообщается о взрывах в районах Сирик и Кешем, при этом военно-морская база в Сирике, по данным источников, стала целью как минимум 2 ударов. Еще один удар был нанесен примерно в 5 километрах от окраин Минаба. Также поступает информация о взрывах на военно-морской базе Бандар-Канган. Западные СМИ утверждают, что Объединенные Арабские Эмираты участвовали в атаке и фактически напрямую вступили в войну с Ираном. Отмечается массовая активность американских самолетов-топливозаправщиков в районе южных границ региона. Израильский телеканал «Канал 12» сообщает, что армия Израиля готовится присоединиться к Соединенным Штатам в новой военной кампании против Ирана. Источники также утверждают, что атаки США с целью открытия Ормузского пролива уже начались, а в самом проливе и в Персидском заливе происходят столкновения между корпусом стражей Исламской революции и американскими силами. Американский чиновник заявил, что удары по Южному Ирану будут включать сотни целей и продолжатся в течение нескольких часов. Власти США подчеркивают, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока руководство Ирана не подпишет соглашение. Израильские СМИ, в свою очередь, сообщают, что в ближайшее время возможна новая фаза военной эскалации, а армия обороны Израиля повышает уровень боеготовности на фоне риска дальнейшего обострения. Параллельно поступают сообщения о том, что Иран атаковал американскую базу Аль-Харир в Эрбиле, на территории иракского Курдистана. По данным источников, корпус стражей Исламской революции поразил американский радар в районе Эрбиля. Кроме того, Иран нанес удары по американским силам в Ормузском проливе, где корабли ВМС США подверглись ракетным и беспилотным атакам со стороны иранских вооруженных сил. Ранее министр обороны США Пит Хексет заявил, что ночные удары по Ирану будут мощными и однозначными. По его словам, американская армия будет активно задействована в течение ночи и нанесет сильные удары по ключевым объектам на территории Ирана. В другой видеозаписи Хексет, обращаясь к Центком, подчеркнул, что, как ранее заявил президент Трамп, в случае отказа Ирана идти на сделку, то Соединенные Штаты нанесут по нему жесткий удар, добавив, что Центком действует на уровне, превосходящем любые другие военные структуры в мире. Как передает Мейер, между иранскими и американскими военными началось столкновение в море. Отметим, что одним днем ранее, в ответ на недавние удары США и обострение ситуации в регионе, вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по 21 американскому объекту. Подробности целей не раскрываются. По данным корпуса стражей Исламской революции, над городом Джам в провинции Бушир был зафиксирован и уничтожен американский разведывательный беспилотник МК-9А «Риппер». Параллельно министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не оставит без ответа ни одну атаку или угрозу, призвав американские силы покинуть регион. В одном из заявлений он подчеркнул, что США должны уйти из Персидского залива, если хотят безопасности, добавив, что история региона содержит множество примеров поражения иностранных вмешательств.
Позже Министерство иностранных дел Ирана выступило с официальным заявлением, в котором осудило удары США как нарушение устава ООН и суверенитета страны. В документе также утверждается, что государства региона несут ответственность за недопущение использования их территорий американскими силами для атак против Ирана. Тегеран при этом оставил за собой право на самооборону, включая возможные удары по объектам, связанным с планированием атак. На дипломатическом уровне Аракчи провел телефонные переговоры с главами МИД Турции и Саудовской Аравии, в ходе которых осудил действия США и подчеркнул необходимость уважения территориальной целостности Ирана. На фоне эскалации в регионе в экспертной среде отмечается, что Иран усиливает давление на США, используя как военные, так и политико-психологические инструменты. От атак беспилотниками и ракетами до публичных заявлений, направленных на демонстрацию решимости и подрыв сдерживающего эффекта американского присутствия. При этом ситуация остается крайне нестабильной. Звучат оценки о возможной дальнейшей эскалации, включая удары по инфраструктуре и ответные операции. Одновременно рассматривается и сценарий активизации переговорного трека между сторонами, поскольку интенсивность обмена ударами повышает риск выхода конфликта из-под контроля. Президент США Дональд Трамп в серии публикаций на платформе Truth Social заявил, что Иран слишком долго откладывал подписание соглашения и теперь должен заплатить цену. По его словам, США сохраняют право на ответные действия в связи с инцидентом со сбитым американским вертолетом и уже нанесли удары, которые могут быть продолжены. Трамп заявил, что Вашингтон нанесет очень жесткие удары и возобновит бомбардировки, подчеркнув, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие. Он также утверждал, что ситуация может быть урегулирована через новое соглашение, однако обвинил Тегеран в затягивании переговорного процесса. В отдельных заявлениях Трамп также описал действия США в Персидском заливе как морскую блокаду, утверждая, что она наносит серьезный экономический ущерб Ирану и может привести к внутреннему кризису. Эти заявления сопровождались крайне резкой риторикой в адрес иранских властей и СМИ. По его словам, США уже нанесли удары по иранским объектам и в ближайшее время могут продолжить операции. Он связал эти действия с ответом на сбитый американский вертолет и общую эскалацию в регионе. На фоне этих заявлений министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Иран о возможности новых ударов в случае дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля находится в полной боевой готовности, а военная кампания против Ирана, по его словам, еще не завершена. Таким образом, риторика США и Израиля указывает на сохранение высокого уровня напряженности и готовность к дальнейшей военной эскалации на фоне продолжающегося обмена ударами в регионе. Рынки и геополитическая обстановка резко отреагировали на заявления о возможной эскалации со стороны президента США Дональда Трампа. На фоне угроз возобновления военных действий против Ирана отмечается рост цен на нефть примерно на 2%, ослабление шекеля до уровня около 3,0 за доллар, снижение фондового индекса Тель-Авива на 2%, а также падение американских фьючерсов примерно на 1,5%. Дополнительное напряжение усилило появление американского стратегического бомбардировщика Би-52, который, по данным наблюдений, включил транспондер и был зафиксирован в воздушном пространстве над Саудовской Аравией. В политическом поле Трамп в ответах журналистам заявил, что не считает вероятным конфликт между Израилем и Турцией, отметив хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подчеркнув, что Анкара якобы проявляет к нему уважение, что, по его мнению, снижает риск эскалации. Тем временем командование Корпуса стражей Исламской революции заявило, что предыдущие угрозы западных стран оказались несостоятельными, а реальная ситуация на поле боя, по их утверждению, демонстрирует иные результаты.
В заявлениях КСИР также утверждается, что западные нарративы, включая высказывания Трампа, становятся все более противоречивыми. Отдельно Центральное командование ВС США подтвердило удар по танкеру в Оманском заливе. По заявлению американской стороны, цель была поражена высокоточными боеприпасами после отказа экипажа выполнить указания военных. В дальнейшем КСИР заявил о продолжении ответных операций, включая удары по объектам США в регионе. В сообщениях утверждается, что были поражены цели, связанные с американскими военными базами, включая объекты в Иордании и Бахрейне, а также элементы авиационной инфраструктуры. Эти заявления сопровождаются информацией о применении ракет дальнего действия и координации действий с киберподразделениями, включая структуру, известную как Хандала Хак-Тим, которую западные спецслужбы связывают с иранскими разведывательными структурами. Параллельно распространяются сообщения о кибероперациях группы, включая атаки на западные компании и утечки данных, однако часть этих утверждений остается непроверенной и относится к информационному полю конфликта. На региональном уровне президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган выступил с жесткими заявлениями в адрес Израиля, подчеркнув, что действия израильского руководства в Сирии и Ливане, по его мнению, выходят за рамки регионального конфликта и могут затрагивать безопасность Турции. Он заявил, что Анкара рассматривает Сирию и Ливан как часть своей историко-политической зоны ответственности и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации. Таким образом, ситуация в регионе характеризуется одновременным нарастанием военной активности, экономической турбулентностью и резкой эскалацией политической риторики между ключевыми участниками конфликта. Центральное командование ВС США заявило, что 9 июня американские силы в рамках самообороны нанесли удары по объектам на территории Ирана. Атака стала ответом на инцидент со сбитым ударным вертолетом AH-64 Apache, произошедший накануне в районе Ормузского пролива. По данным Синтком, удары были нанесены высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Целями стали иранские системы противовоздушной обороны, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения вблизи Ормузского пролива. В командовании подчеркнули, что операция носила пропорциональный характер и стала ответом на недавние атаки на американские силы и международное коммерческое судоходство в регионе. Отмечается, что в течение ночи США провели 3 волны авиаударов по иранским объектам. Ранее сообщалось, что вертолет «Апачи» потерпел крушение во время патрулирования у побережья Омана, при этом оба пилота были спасены и не получили серьезных травм. Президент США Дональд Трамп в комментарии телеканалу ABC охарактеризовал произошедшее как «очень мощный ответ» на инцидент с американским вертолетом. В свою очередь, Корпус стражей Исламской революции заявил, что в ответ на удары США нанес атаки по силам 5-го флота США, размещенным в Бахрейне. Кроме того, власти Ирана сообщили о гуманитарных последствиях авиаударов. В результате повреждения резервуаров с питьевой водой в районе Бамани округа Сирик, провинции Хармазган, около 20 тысяч человек на юге страны остались без водоснабжения. Об этом заявил глава водоканализационной компании провинции. На фоне продолжающейся эскалации армия обороны Израиля подтвердила повреждения на авиабазе Рамат-Давид, полученные в ходе ракетной атаки со стороны Ирана. Таким образом, на Ближнем Востоке вновь сгущаются тучи и могут начаться тектонические войны. Пишите ваше мнение в комментариях и следите за нашими обновлениями, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Ближнего Востока.